Сегодня мы узнаем, насколько же Аста станет сильнее после тренировки в стране Солнца, обсудим истинную мощь техники Ки клана Ями и разберем разновидности использования жизненной энергии, а то есть Ки. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Для начала давайте разберемся, что собственно мы знаем о Ки с информацией из манги. Еще в 48 главе Черного Клевера Ями поведал нам, что так называемая Ки — это направление твоего взгляда, а также ощущение чужого на тебе. Это звук, дыхание, движение мышц, все, что исходит от человека, его жизненная энергия. Все эти аспекты и есть Ки. Данной технике Аста обучился в первом столкновении с Патой, и это позволило ему научиться видеть и предсказывать последующие движения противника, чувствовать эмоциональное состояние человека и определять, когда тот врет. А также, благодаря этой технике, не имея никакого восприятия маны, он смог по Ки противника увидеть, насколько силен его оппонент. То есть, полученное наставление от капитана Черных Быков дало Асте возможность ощущать атаки противника, будто физические, магические или материальные. Ведь, по словам паренька, Ки можно увидеть буквально во всем, что тебя окружает. Собственно, так он с Ями и смог выбраться из-под завала каменных глыб, уворачиваясь и в нужный момент пробиваясь вперед. И по сути, все использование Астой этой техники было предугадывание, но с последней главой Табата раскрыл нам более подробные способности Ки. Но перед тем, как мы продолжим, уделим небольшую минутку спонсору ролика. Анизон — проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. До этого времени наш главный герой умел лишь читать своих противников и даже не задумывался о том, что это всего лишь малая часть того, что он смог бы достигнуть от полученных знаний Ями. Ки — это жизненная энергия человека, которая как бы течет по его телу, но также эта энергия находится и за его пределами, в природе, космосе, галактике. Также у жизненной энергии есть некие хранилища, воздействие на которые можно изменить ее циркуляцию и тем самым вызвать физиологические изменения в человеческом теле. Подобное использование Ки продемонстрировала сестра Ями Сукихира Ичика Ями. В бою против типичных бандитов, войдя в концентрацию и невероятно сильно усилив мышцы своего тела, она в одно мгновение высекла сразу 4 противников. И возможно, она применила даже несколько вариаций Ки, поскольку на фрейме все выглядело так, как будто она вовсе не двигалась, воссоздав неких фантомов, которые и уничтожили врагов. Хотя, наверное, здесь Ичика только усилила свое тело, конкретно продемонстрировав, как некая энергия в виде молнии пронзила все ее мышцы. Но даже этого хватило, чтобы поставить нашего ГГ на лопатки от шока, ведь буквально в один миг ее аура Ки возросла в десятки раз. Выглядело это как высвобождение жизненной силы и дальнейшим усилением тела. То есть она могла быть настолько быстрой, что мы просто не смогли увидеть ее движение, лицезрев только конечный результат. Это, как мне кажется, и есть основная разница в понимании Ки Ями и Асты от людей страны Солнца. Пока наш Кэп с парнишей наблюдали только за внешними изменениями, здешние мастера оттачивали мастерство управления этой энергией. Одного приема Ичика хватило, чтобы Аста смог осознать, насколько огромная пропасть между его использованием жизненной энергии и людьми страны Солнца. Также в таком случае слова Рю о том, что у него
нет никакой колдовской силы, можно считать фарсом или блефом. Ведь сами посудите, смог бы обычный человек без магии или колдовских способностей занять пост сёгуна, опираясь только лишь на человеческие возможности? Конечно же нет. Сёгун, как и король магов, должны быть способны защитить свой народ от невероятных угроз. Это буквально сильнейший мастер или маг в целой стране. А значит, когда Аста пытался рассмотреть его ки и не увидел ничего примечательного, подумав, что Руя достаточно слабый, было ошибкой. Ведь Рю мог просто скрыть свое ки, не так ли? Как маги из континента способны скрывать свою подавляющую ману, такие люди страны Солнца, посвятившие всего себя на изучение и манипуляции жизненной энергии, способны скрывать свое ки. Применение жизненной энергии просто множество. Но даже если Аста обучится усилению мышц с помощью ки, это уже даст ему 10-кратный прирост мощности. А если он еще войдет в режим ассимиляции, тогда смело можно умножать его 100% на 10, и мы получим 1000-кратное усиление. Ибо с усилением тела Аста сможет многократно превзойти человеческий предел, и даже без дьявола сумеет некоторое время продержаться против физических атак Люциуса. Даже, наверное, контратаковать умудрится. Помимо собственной реакции, возрастет и реакция его тела. То есть, Аста не только сможет увидеть внезапную атаку противника на большой скорости, но и успеть от нее уклониться. А самое главное, что усиление тела с помощью ки пофиксит главную проблему режима полной ассимиляции, а именно огромную нагрузку на организм одержимого. Как только тело и его мышцы усилятся, а значит окрепнут, возрастет и продолжительность единения из-за снижения нагрузки. Возможно, даже предел самой ассимиляции возрастет, так как верхняя планка больше не будет оказывать сопротивления. Потому-то этот прирост я и считаю 1000-кратным, ведь всего одно из множества вариаций ки сможет усилить как самого Асту, так и режим единения, а это уже какой-то комбо-прием. Однако вы наверняка в ролике слышали, что жизненную энергию можно использовать по-разному, и то, что показала нам Ичико, может являться специализацией клана Ями. Ведь, как мы знаем, в стране Солнца есть 7 драконов, и она одна из них. А значит, у каждого из 7 может быть разные вариации использования ки, ибо жизненной энергией можно не только усиливать тело, можно еще и материализировать ее, создавая энергетический импульс или же луч. Можно отключить боль, а значит выжимать все силы из своего тела. Направляя ки, можно точечно заставить ткани организма быстрее восстанавливаться, то есть это регенерация. Жизненная сила дает способность расщеплять и созидать. Есть даже возможность воплотить наяву какие-то стихии а-ля Аватар Аста. Как видите, применений ки огромное множество, и авторы манг вольны разгуливаться здесь как угодно. И видимо, Табата приготовил 7 вариаций использования ки, одну из которых нам уже показала Ичика. Возможно, с дальнейшим продвижением сюжета мы снова поговорим на тему ки и разберем силу всех 7 драконов, и то, как каждый из них может повлиять на Асту. Ну а пока у меня сложилось мнение, что до энергетических лучей, как в Драгонболе, не дойдет, так как минимум у главного героя не так много времени на то, чтобы постичь все тонкости ки, так что ему следует познать лишь то, что комплексно усилит его, и возможно он упорно станет изучать именно мастерство ки клана Ями, ведь уже только этот профиль выведет все его способности и умения на новый уровень, а мастерство остальных 7 драконов можно будет изучить поверхностно, но это мы уже посмотрим с продолжением сюжета. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.